История произошла с Гарри, пожилым мужчиной, которому исполнилось 90 лет. Он был ветераном войны, и его жизнь была наполнена воспоминаниями о трудных временах, когда он сражался за свою страну на фронте, сталкиваясь с ужасами войны и проявляя невероятную храбрость. Эти воспоминания были как светлыми, так и темными, и они формировали его характер и взгляды на жизнь. Но в этот день у Гарри было совершенно другое настроение. Он собирался в свой первый визит к правнукам, которые жили в другом городе, и это придавало ему особое волнение и радость. Его внук со своей женой и двумя маленькими мальчиками, 2 и 3 лет, с нетерпением ждали его приезда, готовя для него теплый прием и множество сюрпризов. Гарри долго готовился к этой поездке, выбирая подарки для своих правнуков, тщательно подбирая игрушки и книги, которые, как он надеялся, принесут радость и улыбки на их лица. Он также планировал, как проведет время с ними, представляя, как будет играть с мальчиками, рассказывать им истории из своего детства и делиться мудростью, накопленной за долгие годы. Эта поездка была для него не просто путешествием, а возможностью создать новые воспоминания и укрепить связь с семьей, что делало ее особенно значимой. В день вылета Гарри был полон радости и волнения. Он приехал в аэропорт за 3 часа до вылета, чтобы не торопиться и насладиться процессом. Прошел регистрацию на рейс, затем с легкостью прошел предполетный досмотр и вскоре оказался в зоне ожидания. Сидя в кресле и наблюдая за людьми, он представлял, как будет играть с правнуками и рассказывать им истории из своего детства. Время пролетело незаметно, и когда началась посадка, Гарри встал в очередь, полон ожидания. Однако, когда пришла его очередь, ситуация приняла неожиданный поворот. Сотрудники авиакомпании остановили его и сказали, что он слишком стар и должен лететь с сопровождением. Гарри был в шоке, он никогда в своей жизни не сталкивался с подобным унижением. Он попытался объяснить, что вполне способен сам путешествовать, но его слова не произвели никакого впечатления. Раздосадованный и возмущенный, он не хотел уходить, и тогда вызвали охрану. Гарри, не веря в происходящее, был вынужден покинуть аэропорт, не попав на самолет. Вернувшись домой, Гарри чувствовал себя подавленным. Он не мог поверить, что его первый визит к правнукам был сорван. Взяв в руки телефон, он позвонил своему внуку и объяснил ситуацию. Внук был в шоке от услышанного. Он не мог поверить, что его дед, ветеран войны, столкнулся с такой несправедливостью. Внук, будучи юристом, решил действовать. Он обратился в суд и подал жалобу на авиакомпанию, которая отказалась пустить Гарри на борт. Судебное разбирательство привлекло внимание общественности, и вскоре дело стало широко обсуждаться в СМИ. Суд встал на сторону Гарри и обязал авиакомпанию выплатить штраф в размере $100 000 за моральную компенсацию, а также вернуть деньги за билет, который купил Гарри. Авиакомпания, осознав свою ошибку, принесла свои извинения и предложила Гарри сертификат на бесплатные перелеты их авиакомпанией до конца его жизни. Гарри был тронут таким жестом, но больше всего его радовали мысли о том, что теперь он сможет без проблем летать к своим правнукам. Он понимал, что справедливость восторжествовала, и это придает ему сил. Вскоре он снова собрался в путь, на этот раз с уверенностью и радостью, готовый обнять своих правнуков и провести с ними незабываемые моменты. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.